Еще один немаловажный аспект, о котором уместно поговорить и о чем мы еще не сказали, это технические характеристики этого прекрасного белоснежного красавца. Значит, он летает вообще по паспорту на дальность 2250 морских миль. Но на самом деле, я вам честно скажу, как человек, который летает на этой штуке уже 2 года, дальше, чем 1800 миль я бы на нем лететь не стал. То есть, да, если прибрать все режимы, если сохранять топливо на протяжении 4,5 часов, чисто теоретически с попутным ветром на 2200 вы сможете прилететь. Но в реальной жизни, вот у меня полет из Солт-Лейк-Сити в Уилмингтон, это 1655 миль. Полет рассчитан ровно на 4 часа с попутным ветром, и я планирую сжечь не меньше, чем 5,5-6 тысяч паундов. Максимальная загрузка 7900, то есть 1900 паундов останется у меня резерва. В принципе, я мог бы пролететь еще, наверное, миль 300-400, но это все, это край. То есть 2000 миль это максимальное рабочее расстояние, на которое летает этот самолет. Но это неплохо. 2000 миль это 3600 километров. При загрузке 2, 3, 4 пассажира это not bad, это очень хороший результат. Вообще говоря, его рабочая дальность это от 1200 миль где-то до 1500-1600. Это вот такой рабочий диапазон. То есть это примерно от 2000 километров до 3000 километров. И я думаю, что это прекрасный mid-size среднего размера джет для такой задачи. Про количество мест я уже сказал, это до 8 пассажиров, но до 8 пассажиров это на какие-то короткие расстояния, потому что вы не сможете взять полные топливные баки и 8 пассажиров. Вы, наверное, возьмете 8 пассажиров и топливо где-то на 2,5-3 часа полета, не больше. Высота. Значит, этот самолет вообще сертифицирован для полетов до 51 тысячи футов, то есть это очень высоко. 51 тысяча футов это, грубо говоря, 15 тысяч метров, да, даже больше, наверное, больше, чем 15 тысяч метров. Поэтому рабочая высота для него реально это flight level 400, 410, 430. И в крайних случаях, если очень надо перепрыгнуть погоду, то я забирался на максимальную высоту flight level 450. То есть это как раз вот 14 километров примерно. Рабочая, соответственно, 13 километров. Это позволяет летать над всем трафиком, то есть весь пассажирский трафик, коммерческие линии находятся ниже. Это позволяет летать над всей погодой, то есть никаких, как правило, опасных явлений на 41-43 мы уже не встречаем. Может быть легкая турбуленция, но даже легкую турбуленцию, которая перерастает в более moderate, можно перепрыгнуть, если подняться на 43-45. Что позволяет, естественно, этому самолету выигрывать очень сильно в сокращении расстояние на полет, потому что не надо обходить какие-то грозовые там очаги или еще что-нибудь, потому что крайне редко грозы висят выше, чем 11 километров. Бывает такое, но это редкий случай. По времени я уже сказал, 4 часа это как раз вот то, что требуется для полета на 1600-1700 миль. Его скорость в полете, если говорить в махах, это между 0,76 и 0,79. Он может летать до 0,81 маха, но это на определенных высотах, и это, в принципе, максимал, туда обычно никто не лазит. Я в среднем обычно летаю с 0,76-0,77, это позволяет более-менее сохранять топливо и дает максимально эффективный результат по соотношению скорость, качество, время, расстояние топлива. Если говорить в True Airspeed, то это примерно 450 узлов True Airspeed, что соответствует 0,76-0,77 на высоте, на эшелоне 400 или 410. Операционный кост. Значит, давайте посмотрим, примерно попытаемся посчитать, сколько стоит летать на этом красавце. Топливо он жрет в круизе где-то 1200-1300 паундов. Понятно, что в наборе он там жрет бесконечно, там 3-500, наверное, но когда мы выходим в круизный полет, где-то 1200-1300 паундов. Около 250-300 галлонов на час. Соответственно, при цене топлива бакса 4 за галлон, даже в среднем, это меньше $1000 на топливо. То есть считаем $800-900 это топливо на летный час. К этому надо прибавить стоимость экипажа, страховку, мейнтенс, отчисления на двигатель. Отчисления на двигатель в среднем по $350 на каждый. То есть по $700 надо отчислять, чтобы отложить деньги на капитальный ремонт. Это уже полторушка. В общем, я прикидывал с разных сторон, при плюс-минус разных условиях получается где-то 2500.
$2500 – это примерно операционная стоимость этого часа. Продают его в коммерцию по 3600, 3800, по 4000 на территории США. То есть, если вы захотите на этом самолете полетать коммерчески, 3800, 4000 за летный час вы заплатите брокеру или оператору, кто в зависимости от того, с кем вы будете работать. Ну, опять же, для примера, на таком самолете слетать из Майами в Нью-Йорк $12 000. На этом самолете слетать East-West Coast, то есть из Майами, допустим, до Лос-Анджелеса с одной пересадкой, это порядка 30-ки. Слетать на этом самолете куда-нибудь в центральную часть Америки, там Даллас или куда-нибудь в горы, $22-24 тысячи. Это примерный эстимейт, почем продается полет на таком джете. Я думаю, что многим это будет интересно. И финальная точка – цена. Значит, стоимость этого джета на самом деле очень низкая. То есть по соотношению покупная стоимость и его cost-effective, и вообще то, что вы получаете за эти деньги, это, я бы сейчас сказал, либо самый лучший, либо один из лучших самолетов в этом классе. На сегодняшний день 60-й Learjet в среднем 2000-2001 года можно купить за $1,7 миллиона здесь, в США. Я думаю, что если очень сильно напрячься, сесть, мониторить рынок, там, жестко торговаться, искать какой-то очень хороший дил, можно выцепить и за 1,4. Я видел месяца 3 назад было предложение даже за 1,2, но там, наверное, были какие-то нюансы. Либо салон переделывать, либо движки близки к оверхолу. Ну, что-то там было наверняка не то. Я бы ориентировался на средний прайс 1,4-1,7 за очень хороший аппарат, у которого еще большой ресурс на двигателях, у которого неплохой салон. На самом деле салон это копейки, салон можно перешить как бы по сравнению со стоимостью всего самолета. Еще полтинник на салон, который вам нравится, это небольшая проблема. Так что, если кто-то заинтересовался Learjet 60, хочет его приобрести, пишите прямо мне в e-mail или звоните, или пишите мне в WhatsApp. 1,5, 1,6, 1,7 миллиона. Мы можем что-то очень хорошее подобрать в этом рейнже и доставить его в Россию, в Европу или куда вы хотите. Стоимость экипажа, кстати, я думаю, что всем тоже может быть интересно. В среднем экипаж на этом самолете в США обходится в $250 тысяч в год. Это капитан и второй пилот. Плюс надо закладывать деньги на их постоянный тренинг и обучение. Я бы сказал, что еще полтинник в год будет уходить на их recurrent тренинги и всякие такие вещи. Так что, если вы хотите стать владельцем бизнес-джета, Learjet 60 – это отличный выбор для расстояний до 3-3,5 тысяч километров, если вы собираетесь летать, ну, скажем, группой до 6 человек. Очень эффективный самолет, очень быстрый, летает высоко, далеко. И, в принципе, ну, по сравнению с аналогами, я бы сказал, что стоит недорого. $2,5-3 тысячи за летный час на такой машине – это не очень большая стоимость, поверьте мне. Подписывайтесь на мой канал, расшаривайте это видео, оставайтесь со мной. Дальше будут новые джеты, дальше будет много интересных самолетов. И я постараюсь постепенно в течение года делать обзоры новых самолетов, обзоры бизнес-джетов. Все, что мне будет попадаться в руки, обязательно вы увидите на этом канале. Пока! Сегодня действительно великий день. Мне удалось сделать шикарнейший обзор VisionJet. Точно первый на русском языке и, может быть, один из первых на английском. Вау! И через полчаса я вылетаю на VisionJet на свой первый демо-полет. Подписывайтесь на канал. Через пару недель мы смонтируем и выложим все, что мы знаем про Cirrus и про VisionJet. That's it. Thank you so much. My pleasure. It's Nice job. so cool.